следующая, анахата. На уровне подсознания соответствует нашему интеллекту, разуму, думать. Да, фактически там интуитивные решения, во многом они идут через анахату. Каждая чакра свое что-то думает, а анахата в целом вычисляет, как компьютер принимает, да, те или иные решения, ищет ответы. Это 4-й уровень развития человека. Человек знания, человек умный, способный работать с информацией, способный быть исследователем, да, быть наставником, учителем, способный быть руководителем высокого звена. На 2-м уровне чуть-чуть мелкий бизнес, да, на 3-м уровне уже помощнее, на 4-м уровне еще выше. Но это коротко в целом. Если у кого-то болит сердечко, значит анахату не уважает. Да, как-то с ломикой к ней подходит. Ключевые программы, стремления, принципы, способности. Собственно, что включает анахату? Это стремление к знаниям. Фактически на каких установках, да, держится работа этой чакры. Все решения следуют из чего? Из того, что вы знаете и как вы думаете. Если знание ошибочное, все остальное будет с проблемой, с неудачами и страданиями. Знания адекватные, и у человека работает логика, то есть он не просто импульсивно принимает решения, он опирается на закон. Как правильно принимать решения. Да? Если у него правильные знания и у него работает логика, да, у него вероятность правильных ответов несоизмеримо выше, чем человек, который думать не любит, с головой не дружит. Фактически, то, что касается анахаты, это принципы, которые позволяют правильно думать. В зависимости от того, насколько человек ушел от этих принципов, настолько он неадекватен в своих решениях. Вот куда мы ни посмотрим, человек для себя находит позитивный ответ, почему здесь не нужно страдать, почему здесь нужно радоваться. Думаешь ли ты о Боге, или ты думаешь о каких-то неприятностях? Да? Преграда преодолей. Преодолей достойно. Как преодолевать? Ты кто? Паршивый, извините, шакал, или ты бессмертная душа, светлая, чистая по своей природе? Как человек отвечает на все эти вопросы? Что думать об обществе? Будущее общество ужасно, или ты понимаешь, куда нужно идти? Да, потому что общий вектор развития — это что? Очищение и движение по уровням вверх. Да, потому что твое состояние определяет, какую энергию ты притягиваешь, каких покровителей ты призываешь. Базовым состоянием своей души. Удовлетворенность в том числе будет проявлять себя как? Да, в центре сердца источник энергии, генератор, радость. В целом, один из основных инструментов управления позитивным состоянием — это источник, да, который находится в сердце, и анахата, который говорит, нужно радоваться. Она эту информацию отправляет всем чакрам, и в том числе, да, генератор энергии в центре сердца, который по сосудам направляет на все тело. Вот. То ли наша чакра генерирует «давай-ка радуйся», «давай-ка зажигай свет», и предательство. Неудовлетворенность, предательство, то есть быть слабым, неспособным дойти до желаемого результата, там, ну и так далее. Желания и эмоции. Хочу — делаю, не хочу — не делаю. Обидно, там, щу или страшно — бегу. Не как получить наилучший результат, а куда меня из копчика там зовут. Логика — это что? Опять же, она развивается, да, и в чистом виде реализуется на 4-м уровне. Она и раньше в какой-то мере, но в чистом виде, когда она отрабатывает, у человека есть достаточная понятийная база и по знаниям, и по логическим законам, и когда он принимает решение, он понимает, вот что правильно. Оно должно быть не противоречиво, это можно проверить вот на уровне логики, да, вот, работая с информацией, даже не нужно там опыты какие-то ставить. Человек может работать с информацией, понимать, где уязвимые места, где противоречия, где ложь, где еще какие-то проблемы. Да? И вот когда он думает, он не на стереотипы и на какие-то мнения, он опирается на законы. Физика — физические законы, общество — там, социальные законы, общение — там, психологические законы, духовные законы везде работают. Вот он понимает, как оно действует, да, и он старается принимать решения, опираясь на закон. Постоянно совершенствовать себя, убирать свои слабости, источники страданий и так далее, и менять их на силу, источники радости. Ну, собственно, вот это. На уровне мысли, на уровне эмоций, на уровне привычек, на уровне желаний. Да, и изменяй себя к лучшему. Тогда ты получаешь возможности и наслаждаться, и принимать правильные решения, получать результаты. Если у человека вот нет этого понимания и принятия, что другого рецепта не бывает. Ну а дальше какое состояние ты испытываешь, это твоя оценка. Ты думаешь об окружающем мире, там,
звезда неба говорит о том, кто все это создал, ты испытываешь состояние восторга, да, или ты думаешь о своем будущем, там, последующих воплощениях, ты видишь вот эти вот картины, ты испытываешь состояние восторга, 5 баллов. Все остальное от 5 до 0 в том случае. Да, поэтому познание высших сил, что они хотят от человека, как с ними общаться, как получать их подсказки, как получать их покровительство, защиту и все остальное прочее. Общество примерно то же самое, только немножко на другом уровне. Если ты идешь к максимальным достижениям, то ты познаешь, как оно работает и как этим воспользоваться. Опять же, познаешь, включаешь волю, применяешь, а не ждешь, что оно как-то само будет работать. Основное предназначение человека – это служение, стать помощником Творца. На 4-м уровне одно из самых главных, собственно, исследователям давать новые знания, открывать, супер важно. Учителям помогать другим людям подниматься вверх, да, к Богу, супер важно. Предназначение человека в соответствии с тем уровнем, на котором ты находишься. Да? Если у тебя есть талант, ты его применяй. Если у человека работает хоть какой-то уровень там, интеллекта, прежде чем он принимает какое-то решение, желательно, чтобы это было правило. Но если оно хоть как-то значимое, минимум 5, лучше там 10-20. Какие варианты? Оцени, выбери лучше. По крайней мере, когда у человека работает такая программа, варианты и выбор лучшего, у него есть хотя бы возможность думать. Если он эту задачу перед собой не ставит, он реализует привычные желания, то у него интеллект, в общем-то, отдыхает. Когда есть самый лучший ответ, самый лучший, там, похуже, там, и пошли не зачеты, а наказания. Да? А здесь различные уровни призов. Да, вот человек обреченный, он не видит, что вообще существуют позитивные ответы, и он может получать бонусы. Он видит негативную сторону и получает неприятности. Да, поэтому позитивное мышление, ты настраиваешься, да, задачи решаемые, везде есть вариант лучший из возможных, и ты их ищешь. А для этого условия ты входишь в позитивное состояние. Покой и свет. Да, удовлетворенность в чистом виде, вот у тебя внутри свет никогда не гаснет. Твои чакры получили программы, как свет поддерживать. Это непростая задача, но ты понимаешь, что это важно. На всякий случай напоминаю, да, вот, рост человека по уровням – это рост степени его влияния. То есть вы общаетесь с людьми, да, результат этого общения или никакой, или, скажем, вы заразились вирусами, предположим, да, или, может быть, и позитивно взяли что-то, или вы оказываете позитивное влияние на другого человека. Да, вот, чем выше человек поднимается, тем люди, на которых он оказывает позитивное влияние, в позитивном варианте, вот, число таких людей растет. Если у человека нет цели наращивать влияние, то фактически у него нет цели расти по уровням. Да, потому что многие хотят что? Большой результат, не выполняя условия для этого результата. Не культивируя состояние, не культивируя влияние, не культивируя расчет. Да, вот. Ни разум, ни духовность, ни волю наращивать не хочу, а результат хочу, чтобы рос. Этого не будет. Да, чтобы росли результаты, у человека должны расти все основные составляющие его сознания, его образа жизни.